Всем привет, меня зовут Полина, добро пожаловать на мой канал, я рада вас здесь видеть. Ладно, сегодня будет видео о том, как я переехала в Канаду, история моего переезда, как я сюда переехала, зачем я сюда переехала, почему я сюда переехала, и миллионы вот этих вот маленьких вопросиков, которые я умещу вот в это вот видео, так что если вам интересно... коленка! Так что, если вам интересно, оставайтесь, а я начинаю приятного просмотра. Все началось в 16 лет, когда я еще была в 9 классе, и все зародилось с маленькой мысли моей мамы о том, что а почему бы мне не поехать в другую страну, просто усовершенствовать мой английский язык. С этой вот маленькой мысли все как бы зародилось. Совершенно спонтанно, я просто вот сейчас поворачиваюсь назад, и просто насколько это было судьбоносно. Далее мы просто типа с мамой сели смотреть школы, курсы, какие есть, какие страны вообще есть, куда можно поехать. И вариантов было много, была Америка, была Австралия, Ирландия. Я вообще не знаю, почему мы в Ирландию думали, чтобы я поехала, там же как бы английский не главный язык, ну да ладно. Вот, в общем, вариантов было очень много, и в конце концов мы остановились на Канаде, мы выбрали курсы, это было 6 недель курсов, 6 или 7 недель курсов в Торонто летом. То есть после экзаменов в 9 классе я должна была, в общем, лететь в Торонто одна. Не было никакой группы, не было никакого куратора, который бы там, например, смотрел бы Мне 16 лет, я сама летела с России, там, с 2 пересадками в Москве, по-моему, в Европе. Я летела на другой континент, Торонто. Это была первая поездка, где я одна куда-то летела, и еще настолько долго я куда-то летела. Это был стресс, но это был такой удар по... Как называется это? Как слово называется? Я не помню. Самостоятельность, вот, господи. Это был такой удар по самостоятельности, когда ты как бы отвечаешь сам за себя, ты отвечаешь за свои там чемоданы, за все ты как бы сам отвечаешь. Ну, я приехала в Торонто, у меня были курсы, типа вот днем я ходила в школу в языковую, где у нас там были классы по английскому языку, там с экзаменами, контрольными, то есть как настоящая школа, в принципе. Вот, а вечером я там тусила с друзьями, я приехала, я сразу, типа, завела себе друзей, с которыми я по сей день как бы общаюсь, дружу. Первая поездка, вот 6-7 недель, это было просто невероятный опыт, невероятное лето, я вот до сих пор вспоминаю с улыбкой на лице. Everything is okay? No? Я настолько сильно влюбилась в Канаду за эти 6-7 недель,
что я приехала, и я родителям, я друзьям, я всем, господи, Канада, вау, я не могу. И я почувствовала себя там как дома, я почувствовала себя там максимально комфортно. Вы знаете, как будто я вот там, где я должна быть. Вот, ну и все, я, конечно, родителям все, я хочу там жить, я хочу туда переехать, я хочу там учиться, я хочу просто вот в Канаду. Господи, спасибо мне за моих родителей, которые меня очень сильно поддержали в тот момент и поддержали мою мечту, мою цель жить, учиться в Канаде. Следующим летом, когда мне было уже 17 лет, я была в 10 классе, это предэкзаменационный год, я полетела в Монреаль на 2 месяца. Тоже по курсам, но эти курсы отличались от просто языковых курсов, эти были курсы для сдачи экзамена IELTS. Что-то там запороли, что я первый месяц была просто на курсе английского языка. И я потом уже такая, как бы, что-то странно, о чем мы не готовимся, как бы у нас какой-то, типа, может, мы вспоминаем какие-то правила или что-то для того, чтобы это потом пригодится там по экзамену, я не знаю. Я потом спросила у администраторов, типа, а мы как бы будем готовиться, типа, к экзамену, уже проходит практически месяц, а мы только вспоминаем какие-то правила по английскому языку, грамматические и так далее. Ну и выясняется, что меня поместили не в ту группу, меня поместили в группу просто английских курсов, в то время как мне нужно было быть на курсах по подготовке к экзамену. И остается месяц до экзамена, как бы я еще особо не начинала даже готовиться к этому экзамену. Максимум я со своим репетитором в России типа просмотрела формат и все. И я приехала как бы готовиться уже непосредственно в Канаде к экзамену. У меня паника просто, я в слезах, там стараюсь как могу готовиться к этому несчастному экзамену, вот, за месяц я как смогла, так подготовилась, и история сдачи экзамена, это вообще эта тема для отдельного видео, потому что там такая просто смешная история сдачи, что это реальная тема для отдельного видео. Так вот, подходит время, я сдаю свой экзамен и как бы возвращаюсь обратно. Когда я вернулась обратно в Россию, я ждала результаты своего экзамена, и это занимало там что-то 2-3 недели. Когда я получала баллы, они были невеликолепные, я на них смотрела, я думала, ну как бы можно было и лучше. И как-то на основе этого тема с Канадой прикрылась, и я думала, что я буду поступать в Россию на доктора, в медицинский. Начала готовиться там химию, биологию, химию, которую я просто не выношу. Нет. Химия, не надо, не люблю, не надо. Это был просто очень тяжелый для меня год. Я просто металась из одного угла в другой, я не знала, на кого поступать, к чему готовиться. Ну, у меня паника, что, куда поступать, как бы, что делать, и тема с Канадой накрылась, и я такая, господи, куда себя подать, на кого поступать, потому что, ну, блин, в 18 лет я вообще не понимала, что я хочу, вот реально, на кого поступать, чем заниматься до конца жизни, да и сейчас до сих пор не понимаю, чем я вот до конца жизни хочу заниматься, хотя у меня парочку наметок есть. Вот, и где-то в середине года, где-то зимой, папа у меня такой, типа, Полин, а вот ты как бы не хочешь в Канаду, типа, давай попробуем. Ну и мама такая, давай, как бы, попробуем, попытаемся хотя бы. Господи, святые люди. И мы в последний вагон, мы просто в последний момент, в последние сроки подачи документов отправили эти все документы, я там бегала по городу, все собирала, все, что необходимо. В последний момент меня принимают. В последние там тоже моменты мы просто по там, Москву, Новосибирск, там анализы, отпечатки пальцев для визы, короче, дофига всего это нужно было собирать, это реально все в последний момент, чтобы податься на визу.
Визу я тоже думала, я не знаю, успею, я не успею получить, но по итогу мне визу привозили в аэропорт Москвы, когда я летела уже в Канаду, то есть она не успевала виза долететь до Красноярска, до моего города, и мне приходилось там на небольшом, на пересадке между там другим самолетом до Европы, чтобы в Канаду улететь. Я выбегала, забирала визу и обратно, в самолет и, летела дальше. Я переехала сюда одна, у меня родители остались в России, вот, так что первое время было очень тяжело эмоционально, там, может, первый месяц, конечно, ты скучаешь по родителям, скучаешь по своим друзьям, с которыми ты дружил очень хорошо в России, но когда я сюда летела, я дала себе установку, то, что я прилетаю, и я выхожу из своей зоны комфорта и знакомлюсь с людьми, то есть сама знакомлюсь в колледже, хожу на какие-то вечеринки, максимально вбиваюсь в какие-то компании. Я приехала, и я сразу начала заводить здесь друзей, сразу записалась там на кастинг в нашу музыкальную группу в колледже. Вот, там прошла кастинг, мы там с группой там выступали, репетировали вместе, то есть тоже у меня были новые знакомые, новые друзья. Вот, и как-то помаленьку, понемножку у меня сформировался мой круг общения, который, конечно же, меняется очень часто сейчас, и как будто это уходит, это приходит, но сам факт, когда ты только приезжаешь, очень важно сразу же себя настроить на то, что, как мне кажется, нужно идти на контакт с людьми. Такая вот история, ребят, такая вот история моего переезда. Я надеюсь, вам было интересно ее послушать. Мне было интересно рассказать, поговорить обо всем этом. Мне еще много всего, что бы я хотела обсудить, поэтому я обязательно буду снимать как можно больше видео. И влоги, не влоги, это мое первое разговорное видео. И оно первое, потому что мне сложно разговаривать на камеру. Во-первых, из-за того, что я сейчас учу французский, разговариваю на английском и на русском, и у меня все языки мешаются, и за счет этого мне сложно подбирать слова и выстраивать грамотно свою мысль. Не судите строго мою речь, я старалась максимально понятно, максимально грамотно рассказать все, так что спасибо вам большое за просмотр, я вас целую, обнимаю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы с вами увидимся в следующем видео.